В данном ролике я попытаюсь рассказать все про транспорт в Расте. Ну или как минимум я попытаюсь. Начнем, пожалуй, с самого простого. Цена. Цена данных иномарок составляет 750 коптер, 1250 корова и ударный вертолет 2250. Оплата по карте. Если вам интересно, где находится данный чудесный магазин, он находится на карте вот здесь, а пункт выдачи вот здесь. У всего летного транспорта в Расте принцип управления один и тот же. W — это взлетать, S — это снижать высоту. Также зажатым контролом, нажимая VSD, вы можете представить, что вы гонщик. Для наклона вправо нужно двигать мышку вправо, для наклона влево — влево. Для наклона транспорта принцип тот же. Вперед, наклон вперед, назад, наклон назад. Я знаю, что вы уже заебались слушать это, но давайте немножечко поднажмем. Для поворотов А — это влево, D — это вправо. Все, наконец-то переходим к веселому. Нет, не переходим. Буквально 10 секунд времени я должен в этом разделе про управление рассказать про тот факт, что вы можете перевернуть транспорт вверх ногами. Для этого вам нужно набрать высоту и на большой высоте сделать мышку либо вниз, либо вверх, и потом с W переключиться на кнопку S. Тогда вы будете, по сути, летать вверх ногами. Но это очень бесполезная функция, но вы должны это знать. Еще я должен упомянуть про тот факт, что вы можете научиться летать или как минимум потренировать свой полет. Вот если вы будете вот вписывать вот в поиск модуль серверов вот такую фразу, вот такую фразу и вот такую фразу. Все. Теперь точно можно переходить. Вы меня, возможно, спросите, что это было, а я вам отвечу, это был мой ахуй от того, что, оказывается, как я думал, не весь транспорт можно сломать с первого раза. Если быть точнее, любой транспорт сломать с первого раза, ну, почти нереально. Вам как минимум нужно 2 удара, чтобы его сломать. Ладно, давайте перейдем немного к примерам. Допустим, корова. Не, ну, конечно, знаете то, что этот транспорт разъебать почти нереально, но я его пытался буквально вот просто поднять на высоту чупа-чупса, буквально, ну, въебать в пол, то есть полностью заглушить двигатель. И получилось так-то, что, ну, это реально очень сложно. Ладно, давайте к классическому въебать об стенку приступим чуть попозже. Для начала давайте обсудим цифры. Ладно, давайте начнем с коптера. Чтобы его сломать, вам нужно 2 снаряда ПЗРК, 1 сишка и 7 выстрелов ПВО. Ну, самое интересное рассказал. Вот вам табличка. Тут рассказано все. В принципе, самое неинтересное. Для коровы же нужно 4 выстрела с ПЗРК, 1 сишка и 11 выстрелов с ПВО. Ну и, как по традиции, вот вам табличка с информацией. Думаю, разберетесь. Ну, а теперь стрекозка. 2 снаряда с ПЗРК, 1 сишка, а также 8 выстрелов с ПВО. Ну и держите еще табличку бесполезной информации. Вы меня, возможно, спросите, а где воздушный шар? А я отвечу, я не умею им управлять. Ладно, последний способ разломать транспорт — это просто его утопить. Теперь можем переходить. В принципе, коптер можно использовать во многих вещах. Например, занятие удобных позиций для контроля, быстрое перемещение с точки А в точку Б, летание нефтянки, занятие карго. Ладно, все, хватит монотонной фигни. Теперь разберем каждый пункт по порядку и более подробно. Для занятия нефтянки, на самой нефтянке есть посадочная площадка, туда очень легко посадить коптер, даже тем, кто вообще рулить особо не умеет. Но я рекомендую пересадить коптер, потому что иначе, ну, ему просто пиздец, его просто раздавит. Насчет карго тут немного посложнее. Само по себе карго, оно двигается, поэтому неподготовленным пилотам достаточно сложно будет посадить коптер на него. На карго можно посадить, по сути, коптер куда угодно. Не только коптер, корову тоже без проблем. В принципе, все карго — это огромная посадочная площадка. Вы можете там посадить куда вашей душе угодно. Кстати, интересный факт. Если вы посадите миникоптер на карго, вы получите достижение. Также с помощью коптера можно удобно лутать сферу. Также, как еще один способ применения коптера, я могу отметить тот факт, что вы можете залететь на коптере в тоннеле и представить то, что вы поезд.
знаю, насколько это полезно, потому что в тоннелях очень узко и очень неудобно пилотировать, но в принципе, почему нет? Насчет содержания и потребления я особо рассказывать долго не буду, просто вставлю вам в таблички и скажу то, что чтобы припарковать коптер, вам нужно 2 на 1 кибитка со шкафом и тот факт, то, что там нужна гаражка в идеале, или можно просто поставить дверь. Насчет коровы, камон, ее просто надо припарковать на крышу, да и все по сути. То же самое со стрекозой, потому что нет колес, и вы просто нормально ее не сможете никуда припарковать, кроме как на крыше. А насчет потребления, вот вам табличка. На самом деле я сам удивлен, то, что каждый транспорт потребляет одинаковое количество топлика. Ну, теперь вы тоже знаете, то, что стрекоза и коптер потребляют 30 топлика в минуту или... В принципе, это все, что я хотел рассказать. Возможно, еще выйдет видео с дополнительными фишками, о которых я не рассказал в этом видео. Получилось очень поверхностное и быстрое видео, но как быстрый гайд, почему нет? Ну ладно. Еще увидимся.